Добрый день, дорогие друзья. Очень рад вас видеть и искренне приветствовать в Кремле, вручить вам высокие государственные награды. Сегодня будет вручение чемпионам 17-х Паралимпийских игр. Насколько я понимаю, часть присутствующих здесь спортсменов уже получили их. Как известно, сама идея паралимпийского движения была призвана объединять людей с ограниченными возможностями здоровья. Но зная о ваших победах, о спортивных достижениях, о той активной, насыщенной событиями жизни, которую вы ведете, понимаешь, что возможности человека безграничны, что такие обстоятельства, с которыми вы столкнулись в жизни, они не могут сломить сильных духом. На прошедшей Паралимпиаде из-за, прямо скажем, недобросовестных, политизированных запретов наши спортсмены не смогли в полном объеме продемонстрировать свое мастерство. Всего в четверти от всех видов медальной программы вы принимали участие. Но даже в таком формате, далеко не в полном составе, вы смогли доказать лидерские позиции отечественного спорта. Вошли в десятку сильнейших паралимпийских команд планеты. Ваши победы потребовали огромного напряжения сил. Вы мужественно держали удары и в ходе отборов на игры, и во время соревнований. Обошли многих титулованных соперников и показали, прямо скажем, выдающиеся результаты. Поставили новые мировые рекорды. Как уже отметил, сама атмосфера Парижской Паралимпиады, так же, как и Олимпиада, надо признать это, была весьма далека от настоящего праздника спорта, от его определяющих ценностей – равенства, дружбы, взаимного уважения культуры, традиций, честной спортивной борьбы. Вам пришлось выступать не только в статусе нейтральных спортсменов, но вся наша сборная сталкивалась со множеством всяких ограничений. Вместе с тем, вся страна, уверяю вас, вся страна всегда была с вами, и уверен, и в ваших сердцах и помыслах вы всегда думали о своей родине. Мы не просто гордимся, мы искренне, глубоко восхищаемся вами, дорогие друзья. Для миллионов людей сам факт занятия спортом человека с ограничениями по здоровью бесконечно вдохновляет миллионы людей. Вы безо всякого преувеличения, я скажу это совершенно вот то, что думаю, вы уникальные люди, герои и в спорте, и в жизни. Ваши судьбы и путь к спортивным триумфам, присущие вам оптимизм и упорство, зримое доказательство торжества силы воли и силы характера. Государственные награды, которые вам будут сейчас вручены, ваши по праву. Мы всегда будем делать все необходимое для того, чтобы наши паралимпийцы могли продолжать свое любимое дело и радовать всех болельщиков новыми достижениями. Продолжим формировать в регионах и по всей стране спортивную инфраструктуру, доступную для людей разных возрастов и уровней физической подготовки. Обеспечивать насыщенный календарь соревнований, начиная от любительских, массовых и региональных, заканчивая крупными открытыми международными турнирами. Вопросам развития адаптивного спорта посвятим ближайшее заседание Совета по спорту. Обсудим, что необходимо дополнительно сделать для того, чтобы вовлечь людей с инвалидностью в занятия физкультурой и спортом. Как эффективнее использовать их для социализации, для возвращения к мирной жизни и участников специальной военной операции. Отмечу, что немало защитников Отечества уже стали членами ряда спортивных клубов и сборных команд и показывают на соревнованиях серьезные спортивные результаты. Подчеркну, что Россия всегда была и останется верна идеалам спорта и продолжит активно их продвигать и в стране, и в мире. В тесном сотрудничестве, кстати, с нашими друзьями из других государств. Со всеми, для кого значимы неприходящие ценности гуманизма, справедливости и честной борьбы. Еще раз поздравляю вас с успехом на Паралимпийских играх и с высокими наградами Родины. Желаю вам, вашим наставникам, тренерам, медицинским специалистам новых успехов, энергии и ярких побед. Всего самого доброго вашим родным, близким и, конечно,
Поздравляю вас с приближающимся Новым годом. Благодарю вас. Указом президента Российской Федерации за высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на 17-х Паралимпийских летних играх 2024 года в городе Париже, орденом почета награждены Вдовин Андрей Николаевич, двукратный чемпион и бронзовый призер Паралимпийских игр по легкой атлетике. Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите от лица всей нашей команды выразить вам огромную благодарность за то, что развиваете паралимпийский спорт в нашей стране. Во многих регионах нашей страны есть спортивные учреждения, где мы, люди с ограниченными возможностями, можем заниматься спортом. Для нас проводятся разного рода соревнования. Открываются новые центры, как, например, один из центров открылся в моем родном городе Дзержинск совершенно недавно, в октябре. Благодаря всем этим центрам мы занимаемся спортом. И, в принципе, люди, большее количество людей занимается спортом, а мы достигаем все больших и больших высот на международной арене. Отдельное спасибо, конечно же, за вашу поддержку на Паралимпийских играх. Ваши телеграммы, которые мы получали, они заряжали нас еще большей уверенностью и безумной поддержкой всей нашей страны. Спасибо вам большое за это. Все, кто сегодня здесь находится, они безумно рады и горды, что здесь сегодня присутствуют с вами. Также хотелось бы отметить заслугу Паралимпийского комитета России, Министерства спорта, ФМБА России и всех субъектов Российской Федерации, которые участвовали в нашей поездке. Она прошла на высочайшем уровне, без каких-то либо проблем и нареканий. Получая сегодня здесь награды, мы понимаем, какую высочайшую оценку мы получили за наши достижения. Но все они невозможны без наших тренеров, потому что для многих людей с ограниченными возможностями тренер – это не просто тренер, да, а это человек, который помогает в бытовых нуждах, там, сходить в столовую, в уборную. И, соответственно, мы все надеемся, что они тоже будут оценены соответствующим образом и получат свои награды. Спасибо вам еще раз большое за то, что уделяете внимание нам, спорту в целом в России. И в концовке хотелось бы добавить, несмотря на все ограничения, все санкции, мы доказали всем, что нас не сломать и не сломить, а наши возможности безграничны. И, пользуясь случаем, хотел бы всех поздравить с Новым годом и наступающим Рождеством. Жданов Роман Александрович, двукратный чемпион и серебряный призер Паралимпийских игр по плаванию. Уважаемый Владимир Владимирович, благодарю за вашу поддержку и признание наших достижений. Несмотря на то, что мы выступали без флага и гимна России, мы знали и чувствовали, что мы представляем нашу страну, знали, что вы поддерживаете нас, поддерживает широкая российская общественность, что было очень важно для нас и ценно. Средства массовой информации широко освещали наши игры. И трансляции на Матч ТВ, интервью, публикации, участие в передачах – все было на высшем уровне. Благодаря этому на протяжении всех игр ощущалась поддержка родных, близких и многочисленных болельщиков. Даже сейчас, несмотря на то, что прошло уже много времени, нас до сих пор приглашают участвовать в различных передачах, участвовать в проектах и также фотосессиях. Помню, что ранее паралимпийцы просили вас оказать... Сейчас... Просили вас дать поручение оказать информационную поддержку российскому паралимпийскому движению.
Мы очень рады, что вы нас поддержали. Многие люди с ограниченными возможностями с рождения и те, кто приобрел инвалидность, смогли увидеть наши выступления на Паралимпиаде. И мы надеемся, что их мотивировали вести активный образ жизни и заниматься спортом, несмотря ни на что. Уважаемый Владимир Владимирович, благодарим за ваше решение провести следующее заседание Совета по спорту под вашим председательством на тему адаптивной физической культуры и спорта. Для всех нас, паралимпийцев страны, это очень важно. Калина Андрей Яковлевич, чемпион Паралимпийских игр по плаванию. Уважаемый Владимир Владимирович, доброго вечера. Разрешите вас поблагодарить и за содействие в развитии спорта в целом в нашей стране, за поддержку паралимпийцев, паралимпийского движения, а также за поддержку всех лиц с ограниченными возможностями здоровья. В нашей стране, как мы знаем, в многих регионах спорт начинается именно с мест, скажем так, которые не совсем оснащены определенными оборудованиями либо центрами. Так в нашей стране на сегодняшний день начали застройку, строительство адаптивных видов спорта, центра. И такие региональные моменты, как на сегодняшний день выпущен был в городе Дзержинске, Нижегородская область, и в городе Санкт-Петербург. Это центр адаптивного вида спорта, в принципе, вот которым я и представляю город Санкт-Петербург. Хотелось бы верить, что в будущем таких центров станет больше в каждом регионе нашей страны. И мы, конечно же, будем рады приветствовать новых ребят и мальчишек, девчонок, которые будут развивать еще больше паралимпийское движение в целом. Хотелось бы отметить особые слова благодарности вам в том, что вы поддерживаете паралимпийское движение, и особенно в вашем решении поддержать игры паралимпийцев «Мы вместе спорт», которые были проведены по всем паралимпийским видам спорта. Конечно же, хотелось бы отметить еще и финансовое поощрение всех чемпионов, призеров, ребят, которые действительно достойны этих наград. И было бы здорово, если бы такие подобные турниры проводились бы как можно чаще в нашей стране, что, конечно же, являлось бы популяризацией всего целого паралимпийского движения в целом, которое, конечно же, в будущем сыграло большую роль на международной арене. Владимир Владимирович, вы всегда можете рассчитывать на паралимпийцев. Мы одна команда. Благодарю. Свиридов Владимир Сергеевич, чемпион Паралимпийских игр по легкой атлетике. Тарсунов Евгений Сергеевич, чемпион Паралимпийских игр по легкой атлетике. Черняев Дмитрий Геннадьевич, чемпион Паралимпийских игр по плаванию. Шабалина Валерия Андреевна, двукратная чемпионка, серебряный и бронзовый призер Паралимпийских игр по плаванию. Еремчук Александр Витальевич, чемпион Паралимпийских игр по легкой атлетике. Орденом Дружбы награждены Костин Александр Игоревич, чемпион и серебряный призер Паралимпийских игр по легкой атлетике. Ревенко Иван Викторович,
чемпион Паралимпийских игр по легкой атлетике. Хинчагов Хетак Русланович, чемпион Паралимпийских игр по легкой атлетике. Чуркин Алексей Геннадьевич, чемпион и серебряный призер Паралимпийских игр по легкой атлетике. Якушев Матвей Алексеевич, чемпион Паралимпийских игр по легкой атлетике. За большой вклад в развитие отечественного спорта, обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на 17-х Паралимпийских летних играх 2024 года в городе Париже, орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени награжден Рожков Павел Алексеевич, президент Паралимпийского комитета России. Дорогие друзья, еще раз поздравляю вас с наградами. Вот практически все, кто выходил сюда получать государственные награды, все произносили одну фразу: «Служу России». Вы знаете, вот это выглядит особенно трогательно, потому что вот в каком бы человек состоянии ни находился, вот такие люди, как вы, всегда готовы служить России и приносите ей пользу. Всем, что вы делаете, вы приносите огромную пользу миллионам людей и стране в целом. Вам еще раз большое спасибо за это. Наконец, что касается развития спорта вообще, физической культуры, паралимпийского движения, объектов соответствующих, которые должны быть приспособлены для всех видов спорта, паралимпизма. Конечно, все это мы делаем, наверное, еще недостаточно, но программы существуют, и мы их будем развивать, поддерживать, и будем обязательно по этому пути двигаться вперед. Даже нет никаких сомнений. И обсудим это, как я уже сказал, в ближайшее время на встрече с коллегами практически со всех регионов Российской Федерации и со всеми коллегами, занимающимися и ведущими все виды спорта, в том числе и паралимпийские, и прежде всего паралимпийские. Ну, и наконец, конечно, все это важно, но не менее важно, и госнаграда особенно, не менее важна и финансовая поддержка. Хочу проинформировать вас о том, что дополнительно к тому, что было сделано, каждый из здесь присутствующих, каждый призер Паралимпийских игр получит премию в 3 миллиона рублей. С наступающим вас Новым годом!